привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусное, сытное блюдо. Берем одну луковицу среднего размера, весом около 100 граммов и нарезаем ее мелким кубиком. Совсем забыла сказать, что готовить мы будем спагетти с соусом болоньезе. В оригинальном рецепте вместо кореня сельдерея используются стебли сельдерея. Если вы их найдете, то можете использовать 4-5 стебельков. У меня здесь 100 граммов корня сельдерея, и его нужно нарезать тоже очень мелким кубиком. Если вы не любите сельдерей, то вместо сельдерея можно использовать грибы. Можно просто его не добавлять, но попробуйте хоть раз добавить, я уверена, что он вам в ансамбле с другими компонентами очень понравится. Он придает такую интересную нотку всем блюдам. 2 маленькие морковки тоже нарезаю мелким кубиком. В принципе, сельдерей и морковь можно натереть на мелкой терке, но я все-таки предпочитаю нарезать, чтобы они были похожи на кусочки фарша. Сначала соломкой и теперь мелким кубиком. Мелко нарубим 2-3 зубчика чеснока. Я сначала вот так вот их всегда раздавливаю ножом, так проще, и потом вот так вот мелко можно нарубить. Также нам понадобится где-то 400-500 граммов говяжьего фарша. Нагреваем немного растительного масла, у меня это оливковое, и отправляем сюда лук. Обжариваем лук буквально пару минут до прозрачности, не нужно его румянить. Добавляем теперь сюда сельдерей и морковь. Пассируем все вместе еще минут 4-5. Вот такое вот красивое и полезное получится у нас блюдо. Обжарили, то есть пропассеровали овощи, и теперь добавляем сюда фарш. Вот так вот его. Можно сразу увеличить огонь. И вот так вот, разбивая комочки, обжариваем фарш. Вот так вот обжариваем, постоянно перемешивая, чтобы разбивать комочки фарша. И он у нас не комковался. Пахнет уже вкусненько. Добавляем буквально 1 столовую ложку томатной пасты. Сейчас самый у нас простой процесс. Все просто добавляем. Чеснок, который мы измельчили, перемешиваем. Добавляем специи. У меня приправа травы итальянской кухни. Сюда входит чабер, базилик, орегано, сушеный чеснок и лук. Также я добавлю еще базилик, буквально пол столовой ложки. Вкуснятина. Перемешиваем. Пахнет просто умопомрачительно, очень хорошие ароматные специи, и итальянцы знают толк в сочетаниях специй, поэтому можно покупать травы итальянской кухни и при этом не переживать, все будет сбалансировано и точно вкусно. Можно добавить 100 граммов вина и еще добавляем 400 граммов томатов в собственном соку, или можно томатного сока добавить. Так вот хорошенько перемешиваем. Вкуснятина какая! Солим и перчим по вкусу. Добавляем немножко сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты. Также сюда нам еще нужно добавить водички. Я добавляю 1 чашку воды. Накрываем это все крышкой и будем тушить 20-30 минут. И вот посмотрите, какой ароматнейший соус получился. Такая вкуснятина. Пахнет. Ну, я уже попробовала, конечно же, ну как без этого. Очень ароматные специи, сразу чувствуется аромат, прям на всю квартиру сейчас расходится, распространяется. Я отварила спагетти согласно инструкции на упаковке и теперь выкладываю сверху эту вкусняшку. Можно перемешать, а можно вот так вот подать сверху. Блюдо очень полезное и вкусное. Здесь посмотрите, как много овощей. В принципе, здесь овощей даже больше, нежели мяса, но вкуснятина. Немножко зелени. В идеале, конечно, это должен быть базилик, но если нет базилика, то хоть какую-нибудь. У меня это зеленый чесночок. И немножко сыра сверху. У меня это пармезан. Вот такие вот красивые. Посмотрите. Ну что ж, давайте пробовать.
и макарошки, и соус. Очень вкусно. При всем, что здесь абсолютно обычные ингредиенты, но благодаря новым специям, благодаря сельдерею, немножко вина, это все играет абсолютно новыми красками. Тем более продукты есть точно у каждого дома. Если вы не любите сельдерей, не добавляйте, но не забудьте о специях. Вот базилик, орегано, тимьян, все это нужно для того, чтобы получить новые вкусы. Я надеюсь, что вам понравилось это блюдо, вы порадуете свою семью. Я же прощаюсь с вами, всем пока, до новых вкусных рецептов.